Привет всем моим подписчикам и случайным зрителям. Давно у меня на канале не было видео, но на то были причины, много забот, дел, которые нужно в первую очередь делать, и поэтому не было времени снимать какие-то там видео и выкладывать в YouTube. Ну, чтобы вы понимали, канал я не забросил, съемки я буду вести и дальше, так что можете подписываться, у кого есть желание. Так, ну, а сейчас я хочу вам показать вот что. Купил я китайский радиатор на свою машину, и он у меня через 2 месяца, зараза, потек по завальцовке, вот здесь вот. Не помню с какой точно стороны уже, но неважно. Суть в том, что он у меня потек, и я начал смотреть специальную обжимку сюда, вот, для того, чтобы можно было это дело поджать, вот эту завальцовку, чтобы он у меня перестал течь. Да, есть видео, где люди снимают вот эти вот бачки, там мажут герметиком специальным, но я решил, получается вот что. Вот у меня есть еще один радиатор, сейчас я покажу. Вот этот радиатор у меня получилось заводской разобрать без проблем. Сюда можно было подлезть отверткой, то есть завальцовку отогнуть и без проблем вот снять этот бачок. Да, я его сломал, так как первый раз это все делал, но мне он и не нужен. Тут можно было спокойно все развальцевать. А что касается вот этого нового радиатора, вот эта вот стальная пластина, вот эти вот зубчики, да, они, получается, под них невозможно было подлезть отверткой. Из-за этого я не смог все это дело развальцевать. И, значит, что я подумал? Как можно попробовать устранить течь? Нашел в интернете вот такое вот решение. Люди берут плоскогубцы. Видите, вот такие какие-то специальные еще плоскогубцы. То есть у них, не знаю, как они правильно называются, но суть в том, что у них есть возможность регулировки вот этой вот. И, значит, смотрите, вот здесь вот болгаркой подпиливается вот такой край. И потом вот этими плоскогубцами, значит, там, где подпилен край, вот так вот это берется. Вот смотрите, та часть, где подпилена, да, и вот так вот поджимается это все. Ну и тем самым можно таким способом устранить, попробовать течь в радиаторе. Ну и казалось бы, все хорошо, как бы доработка не требует больших вложений денег, и как бы результат можно получить положительный. Но в этой бочке меда есть ложка дегтя. Смотрите, какая. Когда вы зажимаете вот эти вот зубчики плоскогубцами, можно случайно передавить их больше положенного. Из-за того, что вы их передавите, вот этот пластмассовый бачок, он может в этом месте треснуть. И получится, что вы хотели сделать как лучше, а вышло как обычно, ну или, грубо говоря, хуже, то есть чем было. Чтобы вот этого не было, нужно с этим что-то делать. Ну и, значит, постоял и так подумал, как же можно выкрутиться в этой ситуации. Начал искать специализированный инструмент. Нашел вот эти вот специальные плоскогубцы там, они продаются только на Алиэкспрессе. На Озоне, Wildberries я их не нашел, у себя в городе я тоже не нашел. Ну, как бы, выкручиваться с этой ситуации как-то нужно. Ну, так подумал, а почему бы не сходить в строительный магазин и не посмотреть, какие там есть плоскогубцы, может, какие-то там более-менее подходящие есть, может, их можно будет доработать, скажем так, до заводских, ну и спокойно потом уже завальцевать по бокам радиатор. Вот, значит, смотрите, что я увидел. Это, если что, никакая не реклама. Хотя так и хотелось бы сказать, на этом месте могла быть именно ваша реклама. Не смотрите, что есть фирма какая-то, вот так прям пальцем можно закрыть. Значит, смотрите, что я нашел. Вот этот инструмент чем хорош? Во-первых, у него есть регулировка здесь. То есть вот этот вот винт вы подкручиваете ровненько на то расстояние. То есть на ту величину, какую имеет завальцовка. И тот момент, когда вы будете сжимать вот эти вот ручки, вы не пережмете эту завальцовку больше, чем надо. А из-за того, что вы не пережмете эту завальцовку больше, чем надо, вы не сломаете вот этот вот бачок радиатора. Значит, за кадром я уже выставил нужное расстояние между губок. Винт это тоже подкрутил, как мне нужно. И вот смотрите, здесь я уже за кадром я поджимал. Вот впереди у меня остались еще не поджатые. Сейчас вот я телефон в сторону поставлю, для того, чтобы просто могли видеть сам процесс, как вот это все дело будет поджиматься. Самый плюс какой большой вот в этом инструменте, то, что вы не можете пережать их больше положенного. То есть тут регулировка есть, позволяющая, видите, то есть вот этот винт подкручиваете, и губки
остаются на том расстоянии, на котором вы их выставили. И все, вот спокойно, то есть как бы какое бы усилие вот не создали бы вот на этой ручке, больше чем надо, вы их не сожмете. Все, давайте покажу со стороны. Два. Три. Если какие-то зубчики были пропущены, можно легко пройтись по новой, повторить. С плоскогубцами на эту операцию уходило гораздо больше времени. Можно даже вот по второму разу пройтись по всем. Вот, значит, так. Предвижу такой вопрос. А нужно ли здесь будет дорабатывать губки? Нет, не нужно. Ответ. Они уже с завода доработаны. Видите, какое маленькое пятно контакта? Какая узкая полоска. А вот эти вот плоскогубцы, если вы хотите все-таки работать с плоскогубцами, ну вот видите, какое пятно контакта большое между губок. Поэтому ими сложно зажимать будет вот эти вот зубчики, вот эту вот завальцовку делать. Ну, в общем, на ваш выбор, на ваш вкус и цвет, так сказать, выбирайте сами. Или купить инструмент готовый, ну или же плоскогубцы доработать и работать с плоскогубцами. Но плоскогубцами, опять же, повторюсь, что вы не можете одно и то же усилие приложить к каждому зубу. То есть вы где-то можете больше приложить усилия, и тут может треснуть бачок, а где-то меньше не дожать. И тогда получится, что здесь, допустим, у вас треснуло, а здесь у вас останется подтек. А если пользоваться вот этим вот инструментом, ну тут, как бы вы ни старались, больше положенного вы не сможете приложить усилия. Все, то есть главное тут вот накрутить вот этот вот болт, чтобы губки остались на том расстоянии, которое вам нужно. И все, пользуйтесь. И да, будет еще одна серия. Видеоролик, значит, будет по проверке радиатора. У меня есть один набор, похвастаюсь, так сказать. Купил себе набор, вот покажу. Для проверки системы всей охлаждения, значит, для проверки всей системы охлаждения, для крышек проверки. Вот, и, значит, заправка антифриза под вакуумом. Ну, там и другие ништяки. И вот получается в следующей серии, когда я буду проверять радиатор, я буду использовать этот набор. То есть даже и можно и проверить радиатор. Сейчас залью воду в радиатор, подам давление в 1,3 бара. Посмотрю, есть ли подтеки по завальцовке. Вообще хороший радиатор должен держать давление около 1,5 бара. Но я подам давление 1,3 бара, потому что у меня в принципе крышка рассчитана на 1,1 бара, поэтому выше давления просто нет смысла подавать. Радиатор находится под давлением уже больше, чем полчаса. Чтобы время зря не терять, я решил посмотреть оперативные данные своего автомобиля. Ну что, теперь пора идти проверять опрессовку. Есть ли какие-то там подтеки, я имею в виду, по завальцовке. Вот, давление я дал 1,4 бара полчаса назад, где-то так. Посмотрим, какое сейчас давление, есть ли подтеки по краям. Так, смотрим подтеки по завальцовке.
На холодную радиатор проверку прошел. Далее я установлю его на его положенное место и буду наблюдать за ним уже на рабочей машине. Ну а позже выйдет обзор на вот эту вот систему для прессовки, проверки системы охлаждения и в целом крышек, ну и всего остального. Все, следите за каналом.